Добрый день, канал «Математические эксперименты». Сегодня мы продолжим рыть в сторону приближения функции синус х. Точнее, я буду рыть, а вы будете смотреть. Но я надеюсь, вы там тоже что-то роете сами по себе. Есть у меня такая проблема, я когда начинаю рыть, никак не могу остановиться. Все рою дальше. Направление исследований начинает ветвиться, углубляться. И остановиться просто невозможно. Но это не проблема, я на самом деле рекомендую никогда не останавливаться. Там вот, когда делаешь эти последние шаги, как раз находишь самые интересные моменты. Поэтому терпение для того, чтобы проделать эти последние шаги, это очень важная штука. Сегодня я надеюсь добраться до зета-функции. То есть вот мы начинаем рыть приближение синуса х и доберемся до зета-функции. Расстояние от синуса до зета-функции не такое большое, в принципе. Но посмотрим, как пойдет. Материал сегодня сложный, с двумя звездочками. Хотя сложно объяснить, в чем именно заключается сложность этого материала. Никаких интегралов я тут не считаю, никаких сложных математических выкладок не делаю. Но код сам, наверное, сложно выглядит. И еще, конечно же, вот эта вот какая-то интуиция, когда вот нужно найти, увидеть какую-то компоненту в приближении, которую можно вычесть. Нужно глазами видеть параболы или там степенные функции шестой степени. Или видеть, что перед тобой х квадрат умножить на синус х. То есть нужен какой-то опыт работы с функциями. Но опыт дело наживное. Посмотрим, значит, как это пойдет. Идея была такая. Берем функцию единица на синус х. И она вот так выглядит. И вот эти вот кусочки, они похожи на гиперболы. Ну, если особенно масштаб немножко изменить. Поднимается вверх, а тут из минус бесконечности возвращается. Потом опять. И идея простая. Давайте попробуем записать сумму гипербол, которые вот живут в этих точках. Вдруг что-то получится. И действительно, так и получается. Гиперболы называются полюсами, места, где мы имеем асимптотику, уходящую вниз и вверх. Вот эти вот числители полюсов называются вычетами. И по сути дела мы нашли вычеты функции единицы на синус х и попробовали сложить некоторое количество вычетов в окрестности нуля и сравнить результаты. Тут я сравниваю синус х с единицей разделить на сумму вычетов. И мы видим, что функции практически совпадают в районе малых х. Ну а дальше, конечно, есть расхождение, причем значительное. Синий график уходит вверх и вниз, тогда как синус х спокойненько вокруг нуля колебается. Очень естественная идея посмотреть на разницу функции, которой мы приближаем нашу функцию синус х. Вот. Здесь нечто похожее на x синус х. Не совсем, конечно, x синус х. X синус х выглядит по-другому. Он выглядит, во-первых, тут очень большой получается, надо умножать на что-то. Вот. И есть некоторая разница. Видно, во-первых, что наш x синус х, он как бы вокруг нуля, а тут, видите, скособоченный x синус х. И колебания у синего графика в 2 раза чаще. Короче, что мы тут сделали? Мы вот этот график синий разделили на x, после чего он уже стал похож на колебательный график обыкновенный. Вот. Но надо разобраться с масштабом здесь. И разобраться с тем, что колебания идут в 2 раза чаще. Ну вот, мы с этим разобрались. Чтобы масштаб вернуть в нормальный, из 5 умножить на 10 минус 6, перейти к нормальным числам, в промежутке от 0 до единицы, пришлось домножить на 20m квадрат. И если мы тут будем пробовать разные значения m, то
будем получать как раз маленькие числа. Но здесь уже следующий шаг сделан. Здесь мы увидели после вот этого мероприятия, значит, нашли косинус 2х, вычли его, и вот результат вычитания уже. И здесь мы пошли по не совсем правильному пути, когда стали вот эту штуку изучать. Надо было изучать другую штуку. Надо было вот это выражение просто домножить на gxm. Ну, что делать? Как бы синус x взяли приближение, одно вышли из другого, долго не думали, но потом мы вот обнаружим, что правильнее было так действовать. Но мне хочется пройтись по неправильному пути специально, чтобы удариться лбом обо что-то и понять, увидеть неправильность этого пути. А пока мы вот имеем вот это и гадаем, что такое 20. Это может быть 2π квадрат, а может быть самый настоящий 20. Если предположить, что нам желтый график больше нравится, чем синий, то надо брать 2π квадрат. Здесь непонятно, хотя картинка красивая, безусловно. Если надо брать 2π квадрат, то вот что мы имеем. Такое приближение. Ну или если заменить косинус 2х минус 1 на 2 на синус х квадрат, то вот это имеем. Хорошо, двигаемся дальше. Здесь, ну я не буду повторять, опять же, на прошлом видео мы сделали несколько шагов. Догадались заменить m квадрат на m умножить на m плюс 1. Это довольно сложная догадка, которая, конечно, сильно облегчает дальнейшие шаги. Но на самом деле и она тоже заводит в тупик. То есть там в какой-то момент надо отказываться от m умножить на m плюс 1 и опять переходить на m. В это тоже хочется стукнуться головой. Вот что мы тут имеем. На этом этапе я вижу здесь колебательную функцию. Правда, в окрестности нуля уже все испорчено как-то. И это не чинится увеличением m. Но хочется повторить вот эти колебания по мере возможности. И вот возникает идея, что это, если это снова синус х квадрат. И да, это похоже. Хотя, как сказать, тут уже нет уверенности абсолютной, что здесь стоит ровно 1. Может быть, здесь стоит 0,95. Кто его знает. Мы нашли желтый график, который повторяет синий в некоторых местах. И мы вычитаем после этого из синего графика желтый. Ну, я буду такими словами говорить. Конечно же, функции вычитаются. Ну, вот это все куда-то уходит, туда в бесконечность. И, конечно же, вот эту разность уже хочется домножить на x. Вот. Может быть, даже еще раз надо домножить на x. Так, хорошо. Здесь уже непонятное, что-то непонятное. Дальше мы пробуем рисовать вот такие вещи. Ну, хорошо. Вот наше приближение. Вот функция, которую мы приближаем. И дальше начинаются разные идеи для остатков. Остатки уже имеют в себе m в знаменателе. То есть реально с ростом m это стремится к этому. Но нас интересуют остатки. Цвета в математике идут таким образом: синий, желтый, зеленый, красный, фиолетовый. Понять это невозможно, нужно просто запомнить. И что я здесь пробую? Синий график беру просто m квадрат, а здесь вот эта догадка, что m квадрат надо заменить на какой-то многочлен второй степени. И методом тыка было подобрано m умножить на m плюс 1. Наверное, взять все-таки другой промежуток. Например, такой. Или даже еще больше, чтобы увидеть разницу между всеми этими графиками. Да, синий график, он скрыт за зеленым. Я вот это знаю, вам говорю. Желтый график, видите, гораздо лучше, чем синий-зеленый. А красный-фиолетовый уже не дают каких-то значимых улучшений относительно желтого графика. То есть вот желтый график есть.
И тут всякие попытки догадаться, чему же равно второе слагаемое. Вот это первое слагаемое приближение разницы. Это второе. Ну, все они неудачные. Поэтому внимательно можно на них не смотреть. Но это процесс, который важно показывать, как это все происходит. Надо признаваться, да, желтый график был улучшением сине-зеленого. Но фиолетовый и красный, хоть мы там что-то и видели, но это не шибко помогло. Мы это видели, эту синусоиду, далеко от x равно нулю. В районе больших x может быть фиолетовый график и хорош. Да, он хорош, видите, фиолетовый график, он ближе находится к оси x в сравнении с красным, но не dramatically, как говорят англичане. Попытки добавить еще одно слагаемое, просто по аналогии, тоже ничего не дает. Зеленый график. Ну, здесь он чуть-чуть лучше, чем желтый, а здесь наоборот. И все это только начало этой игры в вычитании и делении. Давайте позанимаемся этим более аккуратно. Как говорил Жванецкий, тщательнее надо, тщательнее. Вот мы сейчас попробуем все это проделать тщательнее. И здесь у меня проделан путь до вот такой загогулины, которая... Вот как бы на разных масштабах мы видим разную картинку. Это степенная функция. Чуть-чуть уменьшаем масштаб, видим синусоиду поверх степенной функции. Степенная функция, причем не какая-нибудь там парабола x в квадрате, а x в шестой или что-то около того. Ну, а в окрестности нуля, ну, это скорее парабола. Дальше что-то непостижимое. Причем это непостижимое, оно стабильно при изменении m. То есть вот эту часть надо приближать компонентами, к которым не надо добавлять множитель m. m1. Я m1 обозначил вот так вот. А на больших масштабах, там чувствуется зависимость от m. Там двигаешь m, и чиселки на оси y меняются. Вот. И здесь еще можно двигаться. Здесь можно найти дальше. Значит, какие-то шаги здесь проделаны. Не так важно, какие. Давайте поставим запятую и напишем, например, xp в степени 6. Вот она. Что же тут надо сделать? Попробуем разделить на m1. Ну, так нечестно. Я угадал. Ну, просто угадал. Такое тоже бывает. Это вот и есть та самая сложность в этой всей истории. Надо иметь опыт и быстро угадывать, иначе затея превращается в многочасовые муторные подборы. Угадал. X в 6 разделить на m1. И сейчас, когда я вычту, мне будет проще разобраться с этими колебаниями. Вот эта компонента была найдена аналогичным образом. Понимаете, да? Убираю запятую, пишу знак минус. Шлеп. Опять выхожу на большой масштаб. Вижу эти колебания. Прекрасно. Значит, мне сейчас нравится xm равное 70 примерно. Я здесь хочу жить. И m 80 мне, да, вполне нравится. Хочу на этом масштабе x пожить и на этом m. Пишу запятую. xp в какой-то степени. xp это x разделить на π. Sin p это синус x разделить на π. Просто во время этих всех игр было обнаружено, что если ты берешь x, то тебе следующим шагом понадобится разделить на 3. Что-то похожее на 3. Если ты берешь x квадрат, то тебе захочется разделить потом на π квадрат.
То есть x идет всегда с π, и то же самое было замечено про синус x. Если ты его вычитаешь, то множитель к нему содержит единицы на π. Этот шаг я пропустил, сори. Иначе видео будет совсем длинное. И так, как бы, не каждый досмотрит это видео. Тут я думаю, что я потеряю значительную часть аудитории. Но, ребята, вы не теряйтесь, это очень важно. Мы дойдем до зета-функции. Начинали с простой идеи приблизить синус гиперболами. И мы доберемся до зета-функции, ну, какие-то считанные часы остались до этого. Так, что я хочу? Я хочу сделать колебание с растущей амплитудой. Предположим, что амплитуда растет как x в степени 4. Проверяем. Что-то какой-то неправильный артефакт тут возникает. Ошибочный. Явно ошибочный артефакт. Так. Ну, такое ощущение, что с большей степенью растет амплитуда. Здесь я нахожусь в фазе, а здесь в противофазе. Значит, я не угадал с четностью. Пробуем пятую степень. Может быть, наоборот, третью. Да. Это больше похоже на правду. Хотя я не уверен. Не уверен. Синусы лучше, конечно, искать в области малых иксов. Ну как тут понять? Мешает подбору степенная функция, которая здесь спрятана. Попробую написать тут 2. Ну, слушайте, может быть, это и 2. Давайте вычтем 2. Можно написать здесь а. Вот, кстати, я тут же а добавил. И попробовать другие значения а. То есть а, скорее всего, равен единице. И мы оставим подбор а на потом. Пока вычтем, чтобы увидеть вот эту штуку. Это парабола, которая не меняет свой масштаб при изменении m, но она со временем... Да. Пробуем. xp в квадрате. Со знаком минус. И не хватает. Ну, 2 добавлю. Что? Не хватает. 2 не хватило. Попробую 3. О! Это похоже на правду. Очень-очень похоже на правду. Да, видите, мы имеем параболу, а вокруг нее бегает синусоида. Прекрасно. Прекрасно. Убираю запятую. Минус меняю на плюс. И так далее. Все это можно раскрутить в обратную сторону. То есть вот имеем какое-то приближение. Выделяем, копируем и приравниваем это к нулю. Я тут внутренность вот эту вот заменил на y, чтобы было проще. И решаем это уравнение относительно y, получаем ответ. Вот как выглядит приближение. И это уже следующий качественный уровень приближения. Сравним. Вот что у нас было. Вот что стало. Но еще раз повторюсь, это все неправильный путь. Мы продолжаем идти по неправильному пути, хотя получаем удовольствие. Какие-то результаты получаем. Видно, что старый вариант синий гораздо хуже, чем новый желтый. Если новый желтый вот в этой точке
в окрестности числа 2 дает приближение 4 на 10 в минус 9, при m равно 20, то синий график в этой же самой точке имеет приближение 1 на 10 в минус 6. Вот. Несколько порядков, парочку порядков мы тут заработали. Ну, правда, пришлось вот это все добавить. Хорошо. Теперь, кстати, можно посмотреть на план. План у нас обширный. Сейчас мы посмотрим более полный вариант. То есть какие там еще можно слагаемые нарыть. Также мы наконец-то выберем правильный путь. Поймем, что путь выбран неправильный. И попробуем просто поменять числитель и знаменатель. Потом мы из этого приближения ради интереса получим еще одну формулу для π и подведем некоторый итог. Потом мы узнаем правду про то, что на самом деле здесь стоит. Какой там бесконечный ряд от m находится. И начнем думать над этой правдой. Эта правда будет получена с помощью разложения в ряд Тейлора определенной функции. Но коэффициенты в этом разложении будут нам неизвестны в виде формулы. Они будут известны нам численно для каких-то первых слагаемых. А мы будем вот здесь вот начнем угадывать, что же это за числа такие. Здесь мы продолжаем угадывать и продолжаем угадывать. И только здесь мы получим итоговый ответ через z-функцию. Дальше разные бонус-треки, но здесь уже никого не будет. Ну, слушайте, может быть, просто перерывчики будете делать. И тогда доживете до конца. Мне просто лень делить это видео на кусочки. Сделаю одно большое, а вы сами ставьте паузы и пейте чай в нужных местах. Ладно. Вот если, значит, с фанатизмом подойти к той задачке, которую я выше решал, то можно накопать вот это. Здесь введено еще одно обозначение x sin p. Это просто вот такая штука. X умножить на синус и разделить на π квадрат. Запускаю. Не буду, ладно, повторять, как это все было найдено. Хотя процесс, повторюсь, это все-таки очень-очень интересно. И здесь я остановился. Вроде бы видна какая-то степень, но там уже сложно. Реально сложно. К тому же, когда подходишь к малым значениям икса, тут уже видно, что мы добрались до точки, где не хватает точности машинной для чисел с плавающей точкой. 10 минус 16, вот этот предел мы уже достигли. Здесь мы уже живем на уровне приближения 10 минус 16. Когда вот такие вот картинки видите с шумом, но это явный признак того, что пора остановиться. Можно перестать действовать как тупой программист-инженер, можно уже начать думать. К тому же вот эта вот картинка в окрестности нуля, она вот так выглядит. И здесь какой-то острый угол наблюдается. Это и есть момент, когда заканчивается история с m1, которая равно m умножить на m плюс 1. И начинается... Ничего не начинается, возникает ступор. Дальше двигаться очень сложно. Если мы попросим математику дать нам ответ, что же получается, если наше приближение приравнять к нулю. Как будто бы вот мы нашли абсолютно точное приближение, если ошибка была бы равна не вот этой ерунде, а если бы она была равна нулю, то чему равна заветная y? Вот чему она равна. И если мы сгруппируем слагаемые на такие кусочки, то получается следующая формула приближения. Мы этими полюсами приближаем синус x. Вот.
И, конечно же, после часа обдумывания любой может догадаться, что, не буду говорить слово очевидно, что на самом деле надо было синус делить на это выражение. Потому что вот эти всплывающие здесь синусы, ну, во-первых, это глупо, как бы мы ищем приближение синуса, и почему-то в этом приближении у нас возникает синус. Мы так задачку приближения синуса не решаем. Хочется их убрать. Откуда они тут появились, эти синусы? Они тут появились из-за этого деления. Вот. Вот что мы здесь имеем. Если огрубить картинку, вот что мы здесь имеем. И возникает мысль, а что если надо было действовать по-другому? Взять нашу приближающую функцию а и исходную функцию синус. И вот это выражение рассматривать. Ведь если это выражение равняется чему-то простому, где нет уже вот этих вот степенного ряда по синусу, по степеням синуса, то, если вот верно вот это утверждение, то единица разделить на а синус, ну, мы минус единичку переносим в другую сторону, получаем, что единица разделить на а синус будет равен вот этому. И вот это мы берем и рассматриваем как p, и получаем, что единица разделить на единицу минус p – это формула бесконечной геометрической прогрессии. Вот мы здесь ее рисуем. И всплывают эти самые степени синуса. Интуиция, конечно, тут сложная. Ну вот, она есть. И человек, не знающий правильный ответ, в принципе, мог бы здесь развернуться и выбрать этот другой путь. Мы занимались вот этим, теперь будем заниматься вот этим. Проделываем то же самое мероприятие, играем в ту же самую игру. И здесь удается большее количество m1 реализовать и добраться до такой картинки. Конечно, мне очень хотелось бы все эти шаги вам показать, но нет, времени не хватает. Из интересных моментов я здесь рискнул разделить на x в квадрате минус p. Да, это интересный момент. Может быть, его стоит показать. В результате мы получаем вот такое приближение. Длинный полином, в котором уже нету синусов x и степеней синусов x. Запомним это как ответ некоторые. Хорошо. Здесь выбран другой вариант, где я не делил на x квадрат минус p квадрат, а вот поднял эту параболу на единицу, потом вычел эту параболу. Вариант эквивалентный по сути. И вот что получается в итоге, когда довести это дело до конца. Последние слагаемые там уже довольно спорные. Ну вот можно посмотреть, скажем, на такой вариант. Я там уже просто довольно-таки грубо пишу. 10 и 45. Может быть, это не 45, может быть, это 44. Здесь уже на глаз так не увидишь. Но вы не поверите, 45 это все-таки правильный ответ, как потом выясняется. Вот. То есть я увидел компоненту x в какой-то большой степени, подобрал четверку и множитель 45, и потом вычел. И здесь уже сложно действовать, потому что при увеличении m, а хочется увеличивать m, при увеличении m мы уже имеем шум какой-то. И дошли до точки, когда машинная точность уже не позволяет нам двигаться дальше. Вычисляем ответ в этом варианте. Вот запоминаем его. Спрашиваем у математики, насколько сильно отличаются эти два варианта, которые я нашел. С делением на x квадрат минус p квадрат и без деления. Отличаются они не так много.
Во втором мне удалось добраться до 45. Видно, что разница, ну, единицы не считайте, тут я просто, может быть, зря ее написал просто. Вот. Вот. Тут уже везде 4-я степень в знаменателе от m1. То есть это на самом деле 8-я степень от m. И здесь уже не все так однозначно. Да, в первом приближении я использовал букву b. И, кстати, если b равняется 9, то убивается вот эта пара. А если b равняется 45, то убивается вот эта пара. Да, именно поэтому в том приближении я не мог уже определиться с b. Одна гармоника убивалась с помощью... Не гармоника, а одна компонента убивается с помощью одного b, а другая с помощью другого. Поэтому вариант с делением на xp в квадрате минус 1 не совсем верный. Делить, видимо, вообще плохо. То есть надо вычитать. Как показывает эта конкретная задачка, здесь нужно заниматься вычитанием, а не делением. Окей. Это я написал такое правило. Убить все большие степени m больше, чем 4. И как раз вот на этом уровне два этих приближения совпадают. А вот приближение до следующей 4-й степени. Тут вот мы видим 45, 45, 10, шестерка, 3, 13. Тут уже есть интересные числа, отличные от единицы. Кстати, получилось, что они все имеют только числитель. Целые числа, целые коэффициенты. Почему? Так. Давайте проделаем возвращение к числу m. Здесь я заменил наш ответ, полученный. В этом ответе я заменил m1 на m плюс 1 и попросил это выражение уже разложить по степеням m. И тут тоже получились целые значения всех коэффициентов. Ну, как я говорил, до m8 вроде бы все надежно. По сути дела, мы получили вот такое приближение. Единица минус синус на сумму равняется x синус на π квадрат умножить на вот этот полином, который вы видите перед собой. Полином начинается с m в 4-й степени. Ну, или раньше это было просто единица на m1 в квадрате. Угу. И если из этого выразить синус, то вот что мы получаем. Значит, здесь, давайте посмотрим, что получается, если вернуться к старой идее. Если действительно единица на сумма разделить на синус. Что будет тогда? Тогда мы получаем вот это выражение. Здесь я разделил на π квадрат в уме. И x синус тоже в уме как бы содержит деленность на π квадрат. X синус это синус x разделить на π квадрат. И еще домножено на x. Вот что мы тогда получаем. То есть вот что мы могли бы получить в первом неправильном варианте, если бы двигались дальше. Но тут m-ки, а надо m1 получить. Ну что ж, возвращаемся к m1 вот таким способом. m выражать через m1 по следующей формуле. И дальше мы просим разложить по степеням m1 до 4-й степени. И получаем. Здесь вот мы видим как раз эти компоненты. 1, 2, 8, 13. Давайте вспомним тот результат, который мы имели. Где он, наш родимый результат? Вот он. Я не выполнил это. Результат, который мы получили, двигаясь по неправильному пути. И давайте сравним, что получается по этой формуле и по этой. То есть мы прошли по правильному пути, получили некоторую формулу для разложения перевернутой дроби, но попытались здесь как бы вернуться к старому варианту и посмотреть, что было бы, если бы мы двигались дальше в старом варианте. Вот что было бы. И тут есть совпадение. Единица на m, единица на m квадрат. То есть вот эти коэффициенты найдены правильно. Ну, m1 тут дополнительно спрятано вот здесь, вот, поэтому не обращайте внимания, что здесь квадрат, а здесь просто m.
13, 13, 3, 3, 1, 1, 6, 6. Все совпадает. Прекрасно. При синус квадрат. Тут есть переменная а. Ну, эта двойка совпадает. А при х квадрат тут уже все не так однозначно. Угу. Хорошо. Давайте посмотрим теперь качество приближения. Вот просто синус минус единица разделить сумма. А здесь вот эти вот новые варианты приближения, которые мы получили. И эти многочлены уже не содержат в себе синусов. Тут уже все вычислено. Давайте попробуем. Синий график. Первое приближение. Желтый график. Это мы взяли m1 в квадрате. По сути дела, мы взяли компоненту с m1 в квадрате в знаменателе. А здесь мы взяли компоненту с m1 в кубе в знаменателе. Вот тут m1, а тут m1 квадрат. И получили синий график. Разница. Маленькое число, 5 десятитысячных, но можно круче. Где же наш желтый график? Вот он наконец-то рождается. 2 на 10 в минус 9. И зеленый график. 2 на 10 в минус 11. Вот такие вот разные уровни приближения. Что же получается? Что просуммировав 20 слагаемых, точнее, 20 слева, 20 справа, мы получаем 10 в минус 11. Качество приближения в окрестности нуля. От минус 5 до 5. Кстати, это может быть не 20 плюс 20 слагаемых, а ровно 20 слагаемых, если мы вот эти вот симметричные слагаемые объединим. Вот. И здесь показано, что вот это можно заменить на это. И здесь я попробовал взять дальше. Еще больше слагаемых. Давайте посмотрим. Значит, синий график. Это вот этот вариант. Тут это не тот синий график, это вот первое приближение, когда мы с точностью до m1 берем. Потом возникает желтый график. Взяли m1 в кубе. Старый подход. Это новый подход. Тоже m1 в кубе. Вот он, зелененький. Новый подход. Когда мы перевернули дроби. Он лучше работает. И следующий подход мы берем. Тут m1 в кубе, да еще m1, m в четвертое приближение. Вот, это красный. Но тут еще есть фиолетовый. Фиолетовый — это просто приближение рядом Тейлора взять m слагаемых. Точнее, я тут выбрал 2m слагаемых, потому что половина слагаемых в разложении синуса нули. Получается, что разложение Тейлора лучше всех работает здесь. То есть мы не нашли какой-то новый, более эффективный способ расчета синуса. Хотя есть у нашего способа плюсы. Сейчас я покажу, какие. Ряд Тейлора, видите, фиолетовый график, он уходит в бесконечность резко. А наши приближения работают на большом промежутке иксов. Видите, да? Вот наш красный график. У него, конечно, тоже есть склонность в районе малых иксов работать особенно хорошо. Но он прилично работает и в районе x равняется 20, в отличие от разложения Тейлора. Дальше мы можем найти формулу для числа π. Вот, значит, что мы имеем.
Вот мы получили наше приближение, вычитаем его из синуса, приравниваем к нулю и заменяем x на π квадрат на 6. А потом π заменяем на πx. Вот это вот выражение, слэш, точка, а даже в фигурных скобочках правила, они приводят как бы к замене того, что встречается слева от правила, на то, что встречается справа от правила. И мы получаем, что π из этой формулы выражается. Потому что, когда мы поставляем x равно π на 6, из-за того, что x у нас все время шел в паре с делением на π, получается просто 1/6 в какой-то степени. Тут 1/6 в четвертой степени, тут 1/6 в квадрате. Вот. В общем, проверьте сами. Это, оказывается, простое линейное уравнение на π. Ну, π можно рассматривать как x. И вот что мы получаем. Замечательно. Давайте зафиксируем это приближение в виде функции px. И нарисуем. Нарисуем. Вычисляем вот тут вот px для разных значений m. И получаем вот такие вот дроби. Все они близки к π, очень близки. Давайте посмотрим на разницу этого и π. Просто минус π. И видно, что тут идет 10 минус 14, 10 минус 15. Нарисуем график ошибок. Но рисовать лучше не сами ошибки, а логарифмы от них. Вот я тут беру модули от этих ошибок. Логарифм десятичный, чтобы понимать, как бы, сколько правильных знаков числа π мы знаем. Для m равное 10 мы знаем, ну, сколько-то там, 13 знаков после запятой. Суммируя 15 слагаемых вот здесь вот, и потом вычисляя вот эту формулу, мы имеем 15 знаков точности для числа π. А при 20 слагаемых имеем минус 16. Логарифм от ошибки. Итак, мы получили формулу для приближения синуса. Какая у нее точность? Четкого ответа у нас нет. Знаем экспериментальный ответ. 10 в минус 13 для m равное 10. Это не для π, а для синуса. Такая ошибка у нас получилась. Почему-то тут возникло m умножить на m плюс 1. Что это такое? Непонятно пока. Почему коэффициенты в этом разложении целые? Еще раз задаю этот вопрос. Это важный вопрос. Тогда вы видите целые коэффициенты, то, скорее всего, это какой-то комбинаторный объект, то есть количество каких-то штук. Кстати, какие-то числа Фибоначчи. 1, 2, 3, 8. Ну, 6 не чисто Фибоначчи, но тем не менее. Можно ли как-то догадаться, вот найти какие-то закономерности в этих числах и догадаться, что дальше? Ну, сразу скажу, это вряд ли. Сложно все-таки догадаться. Математика знает правду. Чему равняется эта сумма? Нет, кстати, не знает. Она тут ошибается. Вот прямо вводишь эту сумму, и она говорит, вот у меня есть такие функции аналитические, гладенькие, каким-то образом запрограммированные внутри. И эти функции, ну, можно посмотреть help. Написано, что это просто сумма k плюс a в степени s, где k меняется от 0 до бесконечности. Ну вот и получается, что если мы возьмем a равняется, например, минус 10, а потом a возьмем равно 10, а потом вычтем эту вот функцию f, где a равно минус 10 и a равно 10, то получим конечную сумму. Ну действительно. Только s у нас равняется чему? Единице. Ну да, он так и пишет. S равняется единице. А вот a у нас какое-то сложное выражение, короче говоря, написал. Можно было бы доверять математике,
Но нет. Вот здесь как раз есть ошибка некоторая. Шлепс. Вот если из этого вычесть это, ну то есть прибавить 0,811, получается 2. Это истинное значение суммы. Я тут прямо взял и подставил конкретное значение. А здесь он, получается, от большого ума взял эту сумму, превратил в конкретное выражение от аналитической функции, а потом подставил. И получил другой ответ. Это связано с тем, что у этой функции есть полюса по пути, там от минус 20 к 20, и тут надо быть очень осторожным, как ты обходишь эти полюсы, с какой стороны. Перемудрили, короче. И, о чудо, математика знает разложение в ряд этих функций. И можно просто спросить у нее ответ. Вот эта функция g, которую мы раньше называли g маленькая от m. И вот я спрашиваю, чему равняется разложение по x. Она знает разложение по x. О боже, здесь π квадрат находится. Она все знает, все вычислено уже до нас. Все эти формулы найдены давно. Но нам нужно разложить функцию g, ну точнее вот это вот выражение, по степеням x и по степеням единицы на m. Как это сделать? Ну, дальше, что называется, просто смотрите и получайте удовольствие. Здесь вот он показал свои внутренние кишки, что он про это все знает. Здесь я запускаю вычисление так, чтобы он все правильно посчитал. Прошу разложить в ряд в окрестности нуля до x в степени 8 и в окрестности m равной бесконечности. Но это и означает, что я хочу разложить в ряд по единице разделить на m. Тоже до единицы на m в 8 степени хочу получить разложение. Он там мне начинает писать зета-функции. Вот здесь мы как раз уже добрались до них. И я говорю ему, что там можно попроще и убрать опцию, которую он добавляет. Дальше я вынужден его попросить m заменить на единицы на u. Еще разделить на 2. Почему? Ну, напоминаю, там разложение у нас зависело от четности m, поэтому я здесь написал 2m, а m принадлежит integers. Можно вот таким образом писать. Вот настолько оно умна. Когда у вас есть некоторые выражения, которые зависят от того, целое m или не целое, какая четность у m, то вы окружаете это выражение assuming и пишите список ваших предположений, ваших знаний о переменных, которые участвуют в выражении здесь. Вот такими хитрыми манипуляциями получается получить ответ. И ответ этот, такой вот сложный. Ну, давайте я скорее вот это покажу. Да. Получается довольно сложный ответ. И в этом ответе присутствует u. И надо попросить математику для этой серии по x, по степеням x, применить еще разложение в серию по степеням u. Вот. Это было сделано. И получен такой ответ. Ну, тут большая пауза, потому что, конечно, непонятно, как можно дойти до всего этого, вот до этого кода. Непонятно, как в математику все эти знания были заложены. Ну, что делать? Есть пробелы. То есть в моих видео это некоторая неизбежность. Надо это принять.
Кстати, в поддержке мне ответили, что действительно есть ошибка функции sum. It does appear that sum is not behaving properly. И это, конечно, забавно, что сумма вот эта вот не раскладывается у них автоматом в правильную аналитическую форму. Сравним правду, которую мы здесь получили, с тем, что мы ранее вычисляли, когда занимались подбором компонент. Вот что мы там имели. Ну, на самом деле мы там имели вот это вот, напоминаю. 1, 2, 8, 13, 3, 45, наша десятка, вот это последние два слагаемых. А потом мы просто подставили вместо m1 m умножить на m плюс 1, разложили по степеням единицы на m и получили вот эту штуку. С целыми коэффициентами. Просто аларм сразу же разгорается. И что мы видим? 1, 1, 1, 3, 17, 56. Так, что-то не то. 1, 1, 1, 3, 17, 155. Ну вот это уже ошибочный член. Понятно. При x квадрат. 1, 2, 5, 28. 1, 2, 5, 28. 92. При m в 10. Ну, 10 степени уже точно неверно. Вот 8 еще верна. X четвертый тоже. Замечательно. Итак, с помощью экспериментальных методов мы правильно все нашли до 8 степени единицы на m. Это было подтверждено математикой, которой мы доверяем. Если не учитывать этих вот маленьких ошибочек. Хорошо. Начинаем думать.